Друзья, привет! Сегодня у нас очень хорошие новости. Наша прекрасная Елена подготовила для вас самые последние, самые свежие, самые лучшие, самые приятные и добрые новости. Я надеюсь, что вы ее поддержите. Я надеюсь, что вы поддержите и наш канал своими лайками и подписками. И, друзья, я думаю, что вам будет интересно. Увидимся в комментариях. Ну и внимание на экран. Всем здравствуйте, дорогие наши подписчики! Алга Петербург и я, Елена Лазарева, вновь готовы радовать вас интересными новостями. И без лишних отступлений, без долгих церемоний я с удовольствием перехожу к ним, к этим самым новостям. Ну и сразу позволю себе напомнить, что если вам будет несложно, то нам будет очень приятно увидеть максимальное количество поднятых вверх пальчиков под этим видео. Ну а за оставленные комментарии будем благодарны вдвойне. И если вы еще не подписаны, обязательно это сделайте. Итак, надеюсь, вы смотрели новый выпуск Иванбек Шоу, которое уже обрело название. Там мы упомянули Джа Халиба, который даст концерт здесь, в Алании, буквально вот-вот. Шоу вышло, и нам стало известно еще кое-что очень интересное и важное об исполнителе. Джа Халиб впервые стал отцом, друзья. Да, у него родилась дочка. На самом деле это счастливое событие случилось еще в начале мая, но Бахтияр Мамедов, более известный как Джа Халиб, поделился этим только сейчас, по прошествии 1 месяца жизни малышки. В интервью Джа Халиб сказал следующее: «По милости Всевышнего я стал папой. Это будет какой-то новый этап моей жизни». Имя девочки он раскрывать не стал, но мама исполнителя Лизат Мамедова не смогла держать все в секрете и призналась, что девочку уже назвали Софией. О, это вообще счастье. У меня теперь 3 принцессы. Вот 2 старшие и 3-я София, которая родилась 2 мая, прокомментировала она. Джа Халиб, в отличие от многих коллег по сцене, не привык делиться подробностями личной жизни. И вот такое громкое и значимое событие ему удалось утаить от прессы и поклонников. Но уже буря поздравлений настигла певца, и мы не исключение. Желаем семье музыканта и в особенности счастливой малышки здоровья, гармонии и всех возможных благ. Ну а у Джа Халиб действительно, может, это будет новым этапом в творческом развитии. Будем ждать и следить за его успехами и достижениями. Дети – это наше все, это наше будущее, наш стимул. Именно они помогают нам становиться лучше и совершенствовать не только себя, но и мир вокруг. Следующая новость как раз об этом. Казахстанцы создали безопасное такси для женщин и детей. Уже не первый год у родителей в Нур-Султане есть возможность пользоваться сервисом развозки детей УВУ. Этот проект, который успешно развивают 4 предпринимателя. Один из основателей, это Мадияр Талиугали, рассказывает, как пришла идея, собственно, этого стартапа. В 2018 году мой партнер Муса открыл футбольную академию. Спустя время выяснилось, что родители не отдают детей на футбол из-за того, что их некому возить. Чтобы решить проблему, он нанял минивэны и ввел развозку. Благодаря этому школа стала лидирующей на рынке. И затем пришла идея дать такую возможность всем родителям города. Женщины водят аккуратнее мужчин и реже попадают в серьезные ДТП по статистике. К тому же мамы больше доверяют другим мамам, чем таксистам. Поэтому все наши водители – это мамы за рулем со стажем вождения от 7 лет. По статистике только 20% желающих могут стать нашими водителями-мамы. Поэтому наш сервис безопасен, поделился Мадияр. Цена поездки зачастую дешевле, чем в обычном такси, поэтому сервис могут позволить себе многие. Кымбат Маулинкулова – одна из тех самых мам за рулем, которая развозит детей по школам и кружкам. В этом фишка нашей компании, что мы все мамы, и у нас чужих детей нет. Мы всегда с сочувствием относимся к любому ребенку. Бывали случаи, что приходилось, например, ребенка заплетать или, например, ребенку сумку донести, поделилась с нами женщина. Всего в такси для мам работают 200 женщин. Это и домохозяйки, и дамы со статусом. Главное иметь личный автотранспорт и хорошо им управлять. На счету у мам за рулем уже 50 тысяч поездок. Бизнесмены хотят увеличить эту цифру в 10 раз, запустив сервис в Алматы, а в амбициозных планах покорять Америку. Что ж, будем ждать, как молодые предприниматели из Казахстана еще поконкурируют с Uber и другими такси. Мы желаем компании процветания, успехов и реализации всех их амбициозных планов.
Теперь давайте вновь вернемся к музыкальной индустрии и новым успехам молодых казахов в этой сфере. Казахстанский клипмейкер Медет Шаяхметов снял клип для одного из самых перспективных рэперов – Тана Леон. Тана Леон – это 23-летний хип-хоп-исполнитель из Лос-Анджелеса, который подписал контракт с легендарным лейблом Def Jam и креативным агентством Кендрика Ламара PG Lang. Кроме того, рэпера называют одним из самых многообещающих исполнителей 2022 года. В клипе Тана Леон рассекает по улицам родного города. Все это подкреплено абстрактными видеоэффектами и эффектными переходами. Молодому казахскому клипмейкеру, режиссеру и продюсеру 28 лет. Родился он в Акмоле, учился в Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, потом получил международный образовательный грант на обучение в Нью-Йоркской академии киноискусства. В 2016 году, закончив образование уже в Лос-Анджелесе, он получает степень бакалавра искусства и возвращается обратно в родной Казахстан. На творческом профессиональном счету у Медета клипы для Джахалиба, Элуана, Элджея, Федука, Скриптонита, Елены Темниковой и других исполнителей. И вот мы с большой радостью отмечаем выход казахского клипмейкера на уже международную арену. Всегда приятно и радостно видеть успех и достижения молодых казахов. Будем продолжать следить за работами Медета и рассказывать вам, друзья, о его новых достижениях. А теперь новость мирового масштаба. Участники культовой, легендарной рок-группы Queen выпустят песню Фредди Меркьюри, которую ранее еще никто не слышал. Песню в исполнении Фредди Меркьюри, записанную во время работы над альбомом The Miracle, вышедшим в мае 1989 года, обнаружили в архивах участники группы Queen и уже заявили, что в сентябре планируют выпустить трек, который раньше никто не слышал. Сообщили в разговоре с Зоей Болл на BBC Radio 2 барабанщик коллектива Роджер Тейлор. Во время работы над альбомом в конце 80-х было записано около 30 треков, многие из которых в пластинку так и не вошли. Мы действительно нашли у Фредди маленькую жемчужину, о которой как бы забыли. И это было замечательно. На самом деле это было настоящее открытие. Думаем, что трек выйдет в сентябре, сказал Тейлор. По словам гитариста Брайана Мэя, песня пряталась у всех на виду. Мы смотрели на это много раз и думали: о нет, мы не можем спасти это. Но на самом деле мы снова вошли туда, и наша замечательная команда инженеров сказала: хорошо, мы можем сделать это и это. Это похоже на сшивание кусочков вместе. Это красиво, это трогательно, это очень страстная песня. После таких описаний остается только предвкушать. Что ж, ждем сентября. Уверена, в честь такого события будет организовано что-то интересное в рамках презентации новой песни. Лето пролетит, как обычно, незаметно, поэтому ожидание не должно стать особо томительным. Вот такой супер новостью я, пожалуй, и завершу наш выпуск. Приятный сюрприз подготовили участники группы Queen для всех поклонников их творчества. Ну а мы, канал Алга Петербург и я, Елена Лазарева, старались, как всегда, объединить несколько приятных сюрпризов, новостных сюрпризов воедино и в одном классном выпуске дать это все вам. Надеюсь, у нас получилось. Если понравилось, пожалуйста, будем рады пальчиком вверх, обратной связи в виде комментариев ваших под этим видео. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, будьте в курсе всех хороших и добрых новостей. Мы желаем вам приятного времени, приятного дня, хороших и добрых новостей всегда. Пока-пока, Елена Лазарева с вами на связи всегда.